Привет, ребята, с вами Роман, и вы смотрите канал Видеолепка. И сегодня по вашим просьбам я буду лепить трансформера Бамблби из нового фильма. В прошлом видео мы лепили ламу из игры Fortnite. Если вы вдруг пропустили это видео, то можете посмотреть. А если вы еще до сих пор не подписаны на наш канал и не хотите пропустить следующие видео, то обязательно нажимайте на кнопочку подписаться и колокольчик. Для того, чтобы было проще соблюдать пропорции фигурки при лепке, я буду использовать вот такой рисунок, а каркас фигурки я, как обычно, сделал из алюминиевой проволоки. А пока я буду лепить, я вам расскажу историю этого персонажа. История появления и популярности трансформеров удивительна. Случайно выпущенная серия игрушек задала новые тенденции в создании комиксов, мультфильмов и кинокартин. Механические воины, умеющие перевоплощаться и принимать облик транспортных средств, покорили сердца подростков и дали режиссерам простор для визуализации уникальной идеи. Бамблби, Автобот и главный герой саги о трансформерах. Легенда о роботах гласит, что существование трансформеров началось с Праймуса и Юникрона, созданий, подобных богам. Первый стал воплощением добра, а второй олицетворял зло. Герои враждовали столетиями и создавали себе подобных. Однажды Праймусу удалось одержать верх над противником. Он изгнал Юникрона и создал планету Кибертрон, населенную расой трансформеров. Таинственный куб помог жителям обрести интеллект, чувства и самосознание. Юникрон стал путешествовать меж планет, поглощая их и обрастая осколками. Роботы верили, что планета Земля образовалась благодаря ему. Вскоре в расе выделились два клана – Десептиконы и Автоботы. Предводителем вторых стал Оптимус Прайм. Раскол Кибертрона стал причиной войны. Добрые Автоботы хотели восстановить мир, а Десептиконы призваны разрушать его. Противостояние между Мегатроном и Оптимусом Праймом началось давно. Прайм тогда был историком по имени Орион Пакс. Он изучал родную планету и понимал степень несправедливости нападок противников. Первоначально Мегатрон был его наставником, но желание перекроить реальность и выстроить новое будущее подвигло Мегатрона выступить перед Советом и потребовать назвать его новым Праймом. Когда этот титул получил его ученик, Мегатрон начал войну. Орион в попытках победить врага отправился к ядру планеты, чтобы получить искру родоначальника роботов. Так он стал последним Праймом. Под предводительством Оптимуса Автоботы искали великую искру Кибертрона и сражались с Десептиконами Мегатрона. Бамблби слыл отважным рыцарем, способным трансформироваться в желто-черный автомобиль марки Chevrolet Camaro. Бамблби, будучи курсантом военного училища, служил разведчиком и демонстрировал отличные результаты. Он неоднократно вступал в схватку с Десептиконами. Попав во вражеский плен, он не выдавал важную информацию, за что поплатился голосом, лишился голосового модуля. Воин попал на свалку металлолома, но приятели спасли бойца, и Рэтчет сумел восстановить его. Механик потрудился над голосовым модулем, и теперь Бамблби издавал звуковые сигналы. Поиск Великой Искры, найденный в итоге на Земле, стал миссией Бамблби. Храбрый Автобот не раз выступал в защиту людей и шел атакой на Десептиконов. Молодой нетерпеливый трансформер, он отличался добродушием и храбростью. Робот вел себя как грамотный стратег или наоборот, бросался в омут с головой, идя в атаку. Он был надежным сподвижником Оптимуса, не способным на предательство. Позитивный оптимист отличался скоростью и хитростью. Энергичный трансформер Бамблби горит желанием быть полезным и зачастую становится добровольцем. Он верен и предан Оптимусу, поэтому, очертя голову, идет за ним в любое сражение. Множественные схватки оставили на его костюме следы побед и поражений. Отважный и опытный боец-трансформер постоянно испытывает жажду скорости. Трасса манит его. Он расправляется с противниками лазерными пистолетами и легко маневрирует в сражении благодаря смекалке и военным трюкам. Бамблби и его команда стали героями многосерийных мультиков и полнометражных фильмов. Первая кинолента о трансформерах появилась в 2007 году. Ее режиссером стал Майкл Бэй. История возымела продолжение, и за первой картиной последовало продолжение. «Месть падших», «Темная сторона Луны», «Эпоха истребления» и «Последний рыцарь». В
конце 2018 года вышел фильм, посвященный Бамблби. Постановщиком картины стал Трэвис Найт. В новом эпизоде саги Бамблби уже не тот, каким мы привыкли его видеть. Речь идет о его юных годах, поэтому герой предстает в облике Volkswagen Жука. В картине герой неожиданно заговорил, ведь зрители становятся свидетелями событий ранних лет, когда Бамблби только мечтает о том, как убивает Мегатрона. Его корпус еще не искорежен атаками свирепых десептиконов. Бамблби лучше всех прочих автоботов ладит с людьми, особенно быстро находит общий язык с детьми и подростками. Но есть у него и недостатки, главный из которых его импульсивность. Бамблби может отлично продумать план сложной операции и тут же, очертя голову, кинуться в бой, отбросив все разумные соображения, чтобы доказать остальным товарищам, что и такой коротышка, как он, на что-то способен. Бамблби постоянно рискует собой, прикрывая своим корпусом других. Иногда он ведет себя как настоящий камикадзе, лишь бы его оценили по достоинству. Еще одним слабым местом в характере Бамблби является его уверенность в том, что он самый быстрый из трансформеров. Он всегда готов принять вызов любого, кто в этом сомневается. Будь то автобот или десептикон, среди последних его постоянный соперник – Нокаут, который тоже считает себя непревзойденным гонщиком. Несмотря ни на что, автоботы доверяют и ценят Бамблби не только как товарища и младшего брата, но и как воина, и как достойного лидера. Его рост 2 метра 46 сантиметров, вес 1,6 тонны, мощность 6 мегатонн, скорость передвижения в режиме автомобиля 330 км в час, в режиме робота 15 км в час. Трансформация при выборе альт-формы для персонажа автомобиля продюсер фильма Дон Мерфи первоначально настаивал на сохранении модели Volkswagen Жука, в котором превращается Бамблби в мультфильме. Однако в итоге выбор был сделан в пользу Chevrolet Camaro, благодаря чему Бамблби получился более внушительным и современным персонажем, способным на равных сражаться с большинством десептиконов. В фильме он вооружен плазменной пушкой и пулеметом в правой руке и ракетницей на плечах. Скорострельность пушки 30 выстрелов в минуту, ракетницы 2 выстрела в минуту. Дальность поражения пушки 550 метров, ракетницы 1500 метров. Также у него есть защитное приспособление маска, прикрывающая оптические сенсоры. Дополнительное вооружение – титановый меч, выдвигающийся из левой руки, уязвимые места – нижняя часть корпуса и ноги. Бамблби очень проворный не только в техноформе, но и в режиме робота. Он быстро бегает и владеет приемами карате, что позволяет ему успешно справляться даже с довольно сильным противником. В общем, друзья, вот такая краткая история трансформеров и Бамблби. Ну а сюжет нового фильма я пересказывать не буду, думаю, лучше посмотреть кино. Лично мне очень нравится лепить такие сложные фигурки, но, к сожалению, времени на лепку уходит очень много, поэтому часто такие фигурки сложные я делать не могу. Эту фигурку я лепил, наверное, часов 10. Видео получилось очень длинным и, соответственно, на монтаж я тоже потратил очень много времени. Так что, ребята, если вам не трудно, то поддержите наш канал, поставьте лайк под этим видео. Туловище и ноги готовы, далее буду лепить руки. Для крепления рук буду также использовать алюминиевую проволоку.
Фигурка Бамблби почти готова, осталось слепить голову. Итак, ребята, вот такой трансформер Бамблби у меня получился. Огромное спасибо всем, кто досмотрел это видео до конца. Если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на наш канал, если не хотите пропустить новые видео. А сейчас время приветиков. Сегодня приветы от меня получают Алина ТВ, Евгений Демчев и Полина Андрюшечкина. Ребята, передаю вам огромный привет. На этом мы с вами прощаемся. Желаем всем отличного настроения. До скорой встречи.